Привет, друзья, Миран на связи. Я прошу прощения, что вам опять пришлось ждать выпуска MMA. Виной тому стали массовые приготовления к моему туру с Digimortal и нашему сейшну MMM Live 2. Но в этом тоже есть свои плюсы. С 1 по 17 апреля мы сможем с вами встретиться в городах вот из этого списка, а 7 мая встречаемся в Москве вместе с героями выпусков MMM Review. Везде буду несказанно рад видеть каждого. А сейчас мы поговорим про 3 отличных и весьма разных релиза из мира тяжелой музыки. И начнем с наших старых знакомых из олдового выпуска MMM Восточный Экспресс. Это группа Mirror. В 2010 и 2011 году Mirror показали нашему металлическому сообществу уникального вокалиста с запоминающимся именем Захир Заргати. Здорово, что им удалось выцепить такого проскиллованного товарища, победителя ливанского конкурса Pop Idol Contest, но они заинтриговали нас 2 альбомами и затихли. И вот прошло 5 лет, и они снова с нами. Их новый альбом — это первоклассная смесь Камелот, Orphaned Land и даже Dream Theater, но не стоит воспринимать его как копипасту вышеуказанных коллективов. За 10 лет Mirror смогли сковать свое собственное уникальное звучание, полное грува, динамики и мелизмов и, конечно же, гармонического минора. Новый альбом называется Legacy, и на его обложке название продублировано на арабском языке. Но само по себе слово Mirrors и является транслитерацией этого арабского слова. Так что на весьма аскетичной обложке 3 раза в разных вариациях написано слово «наследие». Но наполнение альбома в противопоставление обложке отличается многогранностью. Потребуется очень много прослушиваний, чтобы уловить все нюансы. И это очень круто, потому как его при рациональном дозировании хватит на пару лет. А это вполне приемлемый срок для подготовки следующего полновеса. Надеюсь, в этот раз Mirror не будут с ним затягивать. И раз уж в начале я обмолвился про разнообразие сегодняшних релизов, то сейчас мы практически диаметрально сменим целевую аудиторию представляемого музла и поговорим про дебютный альбом норвежского one-man band проекта Eldamar. Я все еще никак не свыкнусь с мыслью о том, что Atmospheric Black становится таким популярным направлением. Да, конечно, это порождает кучу копипастнутой зефирки, но ведь и годные релизы стали появляться куда чаще, как, например, эльдамаровский дебют The Force of the Ancient Land. В описаниях к этому альбому можно встретить привычные слова Atmospheric, Ambient, Black и, конечно же, Lustre. Ну и что? Альбом слеплен отлично, он в меру разнообразен, к сведению у меня внезапно вообще нет никаких претензий. Отличная музыка для погружения в себя, что иногда просто необходимо.
Ну, есть и такие, кто говорит, что это именно копия люстры, но на мой взгляд это не очень-то верно. Да, Эльдамар понравится любителям творчества Хенрика Сандинга, но ноги у этого сравнения растут из немногословности в треках обоих проектов и сэмплов, которые по факту уходят корнями в бурзумовский Дункельхайт. В остальном же Эльдамар, на мой взгляд, менее медитативен и более музыкален. Нашлось место и женскому вокалу, и эпичным гармониям, хотя слово металл из тегов можно и убрать. Это просто красивая музыка, которая может понравиться не только металлхедам. Ну а сейчас, как я и обещал, уже пару месяцев назад, постараюсь хоть немного восстановить справедливость и рассказать про новый альбом Flash God Apocalypse. Дата выхода альбома King 5 февраля 2016, однако в сеть его слили аж в декабре прошлого года. То есть, пока группа в соответствии с медиапланом выкладывала в своем инстаграме фоточки с процесса работы, большинство поклонников уже заслушивало mp3-шки альбома до дыр. Как-то обидно даже за группу, а ведь слышно, что они действительно старались. Для начала немного субъективного мнения. Мне на первых порах альбом не понравился, просто потому что я ждал другого, и как сейчас понимаю, что зря. Потому что, очевидно, группа именно к этому шла. Звучание стало мягче, агрессии поубавилось. Если бы я стал слушать Flash God Apocalypse с альбома King, то предыдущие работы нравились бы мне меньше. В общем, это все откуда-то отсюда, в целом альбом годный. А теперь разберем несколько поподробней, что осталось. Быстрая, мать его, бас-бочка. Если ты не умеешь в хилто или свипл, даже не пытайся это сыграть. Также никуда не делись классические оркестровки и чумовые пианинки, и экстрим-вокал в духе лабиринта, а в остальном изменения есть. Пронзительный фальцет Паула Росси, который был изрядной фишкой коллектива, здесь стал более обычным, что ли. Течение композиции стало более плавным, но в этом вся суть. Альбом пропитан именно больной атмосферой разлагающегося средневековья. Группа нашла на 100% свой концепт, которому строго следует во всем. В оформлении дисков, мерча, в шоу и, конечно же, в музыке. Flash God Apocalypse уже далеко не бунтари, а скорее сюрреалистичные художники, достигшие очень высокого уровня мастерства, но все еще закладывающие в свои полотна искры первобытного безумия. И что мы имеем в итоге? Как минимум, первоклассный Oriental Power Prog от Mirrors, в высшей степени атмосферный дебют от Эльдамар и очередной шаг к вершине своего творчества от Flash God Apocalypse. Конечно, в феврале было еще очень много интересных альбомов. Заходите в наш паблик ВКонтакте и кидайте их в предложку. Ну а сегодняшние релизы обсуждайте в комментариях под этим видео. А сейчас у меня для вас есть еще немного андерграундного блэка в лице российской команды Furious Flame. Вообще, я смотрю, наша метал-сцена прям укрепляется со временем. Годные альбомы пишутся. Вот у Furious Flame уже есть парочка, и третий находится в работе.
Эдакий ортодоксальный блэк с налетом экспериментальности в духе NL на трек. Любителям последних рекомендую к ознакомлению. Ну вот, собственно, и все. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и разместите его на своих страничках ВКонтакте или на Фейсбуке. Подобные простые действия на самом деле очень помогают музыкантам из выпусков. Но если вы хотите поддержать проект и купить себе такую футболку, пишите прямо мне в личку ВКонтакте. С вами был Миран. До связи.